Погожим осенним утром тишину усадебного двора пронзил звонок. В каморке, напоенной запахом яблок, заплесневелых книг и шелестом старых фотографий, умирала Лорен. В последние минуты жизни она держала Дэниела за руку, не отрывая уставших прощальных глаз от окна, за которым лениво кружились пожелтевшие листья. Ее дыхание сделалось поверхностным, речь едва слышной, будто таяла между стенами. «Обещай мне, что если меня не станет, похоронишь меня рядом с нашими детьми-близнецами», — хрипло попросила она, судорожно сжимая его пальцы, словно боится отпустить жизнь. В этих словах был тревожный покой и незримая тяжесть материнской любви. Дэниел, сметенный до слез и совершенно бессильный, поклялся исполнить ее последнюю просьбу, даже если для этого придется бороться с самой судьбой. В день похорон, затянутое серыми тучами, небо будто оплакивало случившееся. В парке у кладбища шелестели цветы, лишь несколько близких решились прийти проститься, среди них и доктор Мэдисон, посвятившая Лорен столько заботы за последние недели. Гроб с телом Лорен и двумя крошечными безжизненными младенцами стоял открытым, чтобы каждый мог попрощаться. Дэниел, осунувшийся, подавленный, рассеянно всматривался в жену. Вдруг заметил. Платье Лорен возле груди было влажным, и этот обескураживающий факт пронзил его тревогой. Когда он дрожащим голосом указал на это, доктор объяснила, что так проявилось молоко. Организм Лорен после смерти словно пытался дать детям последнее, что мог. Дэниел не мог отделаться от странного ощущения. Казалось, что с телами происходит едва заметное движение. Не в силах сдержаться, он внезапно остановил похоронную процессию, криком требуя полностью открыть крышку гроба, бросая окружающих в оцепенение. Все началось намного раньше, когда дом Лорен и Дэниела еще наполняли нежные звуки музыки, теплый свет ламп и тихие разговоры о завтрашнем дне. Уже несколько дней Лорен чувствовала себя плохо. Ее мучили тошнота, постоянные приступы головокружения, а иногда даже мелькали искры перед глазами. Она пыталась списать это на усталость, перемену погоды или сезонное недомогание, не желая тревожить мужа пустяками. Однако Дэниел становился все более встревоженным. Необычная слабость Лорен не отпускала его сердце и мысли. Все больше и чаще он уговаривал ее обратиться к врачу, хотя Лорен неохотно, с легкой досадой согласилась, внутренне боясь услышать неутешительный диагноз. Врач, доктор Мэдисон, встретила их с чуткой строгостью, взгляд внимательный, слова аккуратные. Она долго расспрашивала Лорен о симптомах, как давно появилась тошнота, насколько сильны головокружения, какие еще есть жалобы. Лорен отвечала сбивчиво: «Почти всегда. По вечерам хуже. Иногда даже встаю с постели с трудом». Она устала от этого дискомфорта, полагая, что явление временное, но тень страха все же скользнула по ее лицу. Доктор Мэдисон скрупулезно фиксировала малейшие детали, наблюдая за Лорен. За дрожью в руке, за выражением усталых глаз, стараясь не упустить ничего важного, даже самых незначительных признаков. После обычного обследования Мэдисон осторожно подняла вопрос, делала ли Лорен тест на беременность и не упоминает ли она о других возможных причинах своих ощущений. Лорен с недоумением покачала головой.
Мне уже за 40. Мы столько лет пытались. Я не думаю, что это в принципе возможно. Едва слышно пробормотала она. Дэниел сжал ее ладонь между своих. Столько лет они жили в тени надежды, что само слово «беременность» звучало уже как далекая сказка. Тем не менее, доктор настаивала. Для уверенности стоит сдать анализ. Лорен с горечью и тяжелой нежностью вспомнила прошлые неудачи и годы ожидания. Бесконечные очереди в лабораториях, анализы, короткие финальные разговоры с врачами и снова заполошные попытки ЭКО. Каждая фраза из уст специалиста воспринималась как приговор, лишающий иллюзий. Дэниел молча подтверждал каждую деталь их общего пути, а Мэдисон подчеркивала: сейчас главное — исключить все гипотезы. Она объяснила возможные последствия затягивания и снова попросила пройти тест. Когда Мэдисон покинула кабинет, завязалась напряженная, почти болезненно тихая пауза. Лорен не могла усидеть на месте, переминаясь, недовольно бубня. «К чему все это? Каждый раз одно и то же. Я не хочу вновь надеяться напрасно». Дэниел осторожно приободрял ее, но сам волновался не меньше. Если что-то все же изменится, как они примут неизвестность? Но Лорен только устало качала головой, не желая разводить новых ожиданий и разочарований. Доктор возвратилась с первыми результатами через час. Она долго заглядывала в бумаги, стараясь подобрать слова, а потом неожиданно выдала: «Тест на беременность положительный». Лорен не поверила, замерла, выронила салфетку, потом неловко попыталась отшутиться, но слезы выдали ее внутренний трепет. «Нет, это ошибка», — полушепотом сказала она. «Нас слишком много раз чувствовали обманутыми». Доктор сдержанно, но твердо разъяснила: такие результаты случайны крайне редко, но для абсолютной уверенности требуются дополнительные анализы. Лорен нехотя, но решительно согласилась на повторное обследование. Мэдисон назначила сразу 3 вида тестов: гормональный анализ крови, исследование на бета-ХГЧ и лабораторный экспресс-тест. Пока шла проверка, Лорен испытывала странное, мучительное сочетание страха и крошечной надежды, как будто на весах у судьбы снова оказалась ее человеческая мечта. Она почти не сомневалась, что результат будет отрицательным, но где-то в душе у нее теплился слабый огонек. Минуты ожидания тянулись нестерпимо медленно, заставляя обоих вглядываться в безжизненные стены и ловить каждое возвращение врача в длинном коридоре. Наконец, Мэдисон показалась в дверях. Все 3 теста безоговорочно положительные. Вот теперь сомнения ушли окончательно. Лорен сидела едва дыша, не выпуская из рук платка. Дэниел обнял жену так крепко, что у нее захватило дух. Вокруг вдруг стало тихо. Радость победила страх даже на секунду. Обеих обуяло сильное волнение и облегчение. Лорен впервые позволила себе расплакаться навзрыд от облегчения и радости. В глазах Дэниела впервые за долгое время появилась искренняя улыбка. Он обнимал жену, благодарил ее, не находя нужных слов. Доктор Мэдисон тихо поздравила супругов, пообещав не только лучшие рекомендации, но и личное наблюдение в течение всей беременности, что принесло семье больше покоя, чем любые лекарства. В тот же день Мэдисон прописала Лорен лекарства от тошноты и дала направление на УЗИ.
Она подробно объяснила, как важно соблюдать режим, следить за любыми переменами в самочувствии, предстоит частый контроль. Лорен с благодарностью обещала прислушиваться ко всем рекомендациям и чувствовала впервые за много лет, что теперь может кому-то доверять полностью. Доктор заверил ее, что будет лично следить за ходом беременности и всегда найдется рядом. Уже вечером в доме Лорен и Дэниела царила особая, умиротворяющая атмосфера. На кухне притихли неразбериха и суета. Теперь все подчинялось осторожной заботе. Дэниел готовил для Лорен разные закуски, следя за каждым ее движением, скрашивая минуты ожидания рассказами о детских воспоминаниях. Вдвоем они часами обсуждали будущее. Во что вырастет их малыш, как устроят комнату, какого будет цвета, покрывало в кроватке. Лорен до конца не верила своему счастью, медленно отпуская тревогу, что может лишиться этого чуда. Прошел месяц, и перемены ворвались в семью уже не как призрак, а как новая реальность. Лорен с удивлением и трепетом первый раз заметила, как округлился живот, появилось ощущение нового присутствия внутри. Она убрала из старой кладовой ненужные вещи, поставила туда колыбель, развесила крошечные пинетки. В доме запахло детством, надеждой и тайной, которую они оба с мужем почтительно берегли, словно бы боялись спугнуть счастье. Первая встреча с будущим ребенком пришлась на момент большого волнения. Лорен и Дэниел с тяжелыми сердцами и дрожащими руками пришли на УЗИ. Там, в прохладном кабинете, с мягким светом, доктор Мэдисон медленно вела датчиком по животу Лорен. На экране мелькнула первая черно-белая картинка, и оба замерли, будто первый раз увидели что-то настоящее и живое в этом мире. Минуты тянулись бесконечно. Доктор Мэдисон внимательно наблюдала за монитором, а потом вдруг сказала: «У вас будут близнецы». Лорен не сразу поняла смысл сказанного, а Дэниел, выпучив глаза, уставился на врача. Это было и счастье, и тревога одновременно. Но взгляд доктора вдруг стал очень серьезным. За радостью скрывалась какая-то угроза. Она попросила супругов выслушать ее внимательно, не перебивать и не паниковать. Доктор объяснила, что Лорен вынашивает не просто близнецов, а монохориальных и моноамниотических. Это значило, обе жизни связаны одним плацентарным потоком, одной оболочкой, а потому риски были огромны: преждевременный разрыв, кровотечение, угроза для здоровья матери и детей. Доктор не скрывала, шансов выжить у малышей крайне мало, а здоровье самой Лорен оказалось под серьезной угрозой. Волнение поглотило супругов с головой. Ни один из них не был готов услышать такие новости. Мэдисон мягко, но твердо предложила прервать беременность, чтобы спасти Лорен и дать ей шанс на новую попытку в будущем. Альтернативой было малоприятное будущее, строгий постельный режим, постоянное наблюдение, существенные ограничения и медицинские риски. Однако она предупредила: аборт на позднем сроке может не только отнять надежду на этих детей, но и в дальнейшем закрыть для Лорен путь к материнству. В комнате воцарилась тревожная тишина. Разговор в семье стал мучительно долгим и взвешенным. Дэниел был подавлен. Он пугался мысли потерять жену,
ради мимолетной надежды, а потому уговаривал ее пойти на самый надежный путь, сохранить здоровье, а потом попытаться усыновить малыша. Лорен колебалась. Ее рвали на части любовь к будущим детям и страх, слишком велика цена этой мечты. В спутанных слезах и признаниях она сказала: «Я не могу отказаться от них, даже если придется идти до конца». В тот момент решение было принято. Как бы ни сложилось, она останется верна самой себе. Наступили дни душевной борьбы. Лорен все чаще оставалась в тишине, погруженная в молитвы и поиски внутреннего ответа. Правильно ли поступает, не слишком ли обрекает себя и Дэниела? Несмотря на веру и мужество, ее все чаще посещали сомнения, страх смерти, тревога за судьбу будущих малышей и мужа. Даже живая вера не защищала от душевного смятения. В одну из ночей, когда Лорен упала на колени в крошечной детской, все было особенно безнадежно. Она рыдала, прижимаясь к свернутому покрывалу, ожидая от Бога и мужа хоть какого-то ответа. Тогда Дэниел подошел, сел рядом, долго молчал, а потом аккуратно обнял. «Если вдруг не сложится, — сказал он, — мы все равно можем попробовать усыновить. Для меня главное, чтобы ты была жива». Лорен всхлипнула и сквозь слезы попросила: «Обещай, что, если придется выбирать, спаси детей». В этот момент Дэниел дал страшное обещание. «Обещаю». Состояние Лорен стремительно ухудшалось. Почти все ее дни превратились в больничные перелеты, вечера за решеткой капельниц с напряженными лицами врачей за стеклом. Бесконечные боли, усталость, тошнота — все это выматывало и Лорен, и Дэниела, который ухаживал за ней по ночам, отвозил на обследование. Пытался отвлечь разговорами, дом перестал быть домом, все вращалось вокруг срока, дней, анализов, температурных графиков. В этот период супруги жили исключительно мечтой о детях и верой друг в друга. В какую-то ночь боли стали совершенно невыносимыми. Тревожный звонок, мгновенная реакция, и вот доктор Мэдисон на скорой решает оперировать немедленно. Дэниел ждал за дверью, скомканный страхом и надеждой. Перед тем, как закрылась дверь в операционную, Лорен успела снова напомнить: «Ты помнишь? Спаси детей». И сердце Дэниела разбивалось от тяжести выбора. Когда операция началась, все вокруг стало каким-то загробным, плоским, безжизненным. Врачи сообщили Дэниелу, что шансов мало, Лорен без сознания. Нужно решать быстро, без колебаний. И Дэниел, выпрямившись, вспомнил о своем обещании и сказал: «Делайте все ради детей, спасайте малышей любой ценой, пусть даже если цена страшная». Доктор Мэдисон вошла в операционную с коллегой. Сначала удалось извлечь мальчика, совершенно тихого, безжизненно белого, будто бы таинственным образом ускользнувшего в иной мир. Следом родилась девочка, такая же безмолвная. Врачи немедленно начали реанимацию, но казалось, что жизнь покинула их еще до рождения. Время замедлилось до простого звона медицинских приборов. Лорен, едва живая, дотянулась до маленьких неподвижных тел. «Простите меня, я должна была быть вашей мамой. Встретимся в небе». За этими словами сквозила последняя отчаянная любовь.
Она замерла, как будто застывая между жизнью и вечностью, уже не удерживаясь в этом мире. Дэниел, потрясенный, зашел в операционную и увидел свою покойную жену и двоих детей, надежду и утрату в одном мгновении. Лорен уже почти не дышала. «Пообещай, будь счастливым и похорони меня вместе с детьми», — еле слышно попросила она. В слепом отчаянии и любви Дэниел согласился, понимая, как слабо удерживает он все нити этой жизни. Так и случилось. Лорен тихо умерла, оставив после себя глубокую пустоту. И Дэниел среди тяжелого траура готовил похороны, которые должны были стать ее последней волей. Он встречал гостей с каменным лицом, но внутри бушевал ураган боли. Все вокруг потеряло цвет, только память и обязанность держали его на ногах. Прощание проходило у гроба, где Лорен лежала с двумя безжизненными младенцами возле груди. Среди цветов и церковных молитв Дэниел заметил. Платье на груди Лорен стало мокрым. Доктор объяснила, что это выступило молоко. Организм Лорен, даже в смерти, пытался отдать детям последнюю заботу. Но этот феномен не мог объяснить самого главного — тревожного ощущения, что происходит что-то сверхъестественное. Внезапно и совершенно невероятно Дэниел увидел, словно рука одного из детей чуть дрогнула. Все его существо будто попало под электрический разряд. Он позвал Мэдисон, которая тут же провела проверку, и подтвердила, это не трупные судороги, а явный признак жизни. Сердца детей начали биться, их тела чуть дрожали от первых вдохов. Близнецы вдруг заплакали. Присутствующие онемели. Это была неподдельная жизнь. Доктор начала реанимационные мероприятия, нашла у обоих пульс и дыхание. Все происходило стремительно, мистически, словно смысл всех страданий только что раскрылся. В этот момент Дэниел, потрясенный до глубины души, почувствовал, грудь Лорен тоже едва заметно подергивается. Он резко наклонился, положил ладонь на ее сердце. Оно слабо, но упорно билось. Он закричал в голос: «Женщина жива!». Тут же вызвали бригаду скорой помощи, которая быстро переложила Лорен и детей на носилки. Мать уже пыталась дышать самостоятельно. В это мгновение в воздухе витало ощущение не только возвращения жизни, но и всеохватывающего чуда. В больнице Лорен и младенцев сразу обследовали со всей тщательностью. То, что увидели врачи, не поддавалось объяснению. Следов кесарево сечения не осталось. Не было ни внутреннего кровотечения, ни повреждений, будто и не было той страшной операции. Все трое были удивительно здоровы, жизненные показатели в норме. Младенцы кричали и требовали пищи так громко, как ни один реаниматолог не ожидал. Едва оправившись от потрясения, Лорен рассказала своим любимым. На пороге смерти ей снился удивительный яркий сон. Будто она в светлом, ласковом мире кормит малышей грудью, чувствует их тепло, а вокруг счастье и далекий детский смех. Но вдруг какая-то неизвестная сила вернула ее обратно. Теперь она знала, ее миссия не окончена. Она должна быть здесь, рядом со своей семьей. Позже врачи пересмотрели записи, выставили гипотезы о синдроме Лазаря, ошибке диагностики или крайне редком феномене самопроизвольного возвращения жизни. Но для Дэниела, для доктора Мэдисон и, конечно, для самой Лорен объяснение было одним.
В их доме произошло настоящее чудо. Зов душ и молитва была услышана вопреки всем медицинским законам. Бог решил подарить им не только надежду, но и истинную веру. С тех пор в доме Лорен и Дэниела, где теперь были дети, всегда стояло ощущение праздника жизни. Лорен с каждой минутой дышала радостнее. Дэниел трогательно ухаживал за малышами, а все знакомые заглядывали вновь и вновь, чтобы на своей памяти убедиться. Чудеса возможны, если сердце готово к любви и самопожертвованию. Жизнь идет своим чередом, и теперь она наполнена благодарностью за шанс, данные заново. Спасибо за внимание к этой истории. Пусть вера, любовь и надежда всегда будут светом даже в самых трудных и безнадежных обстоятельствах.